В старом доме на окраине Гренвилла жила семья Миллеров. Отец, Роберт, был простым автомехаником, тихим и честным человеком, но однажды оказался втянут в неприятную историю. Поручился за знакомого, который вскоре исчез, оставив на него огромный долг. Коллекторы нашли его быстро. Они пришли вечером, когда дождь барабанил по крыше, и дом казался одиноким. Двое мужчин в темных куртках и с тяжелым взглядом вышли из машины без номеров. Они знали, что хозяин пожилой, беззащитный, и рассчитывали на легкую добычу. Но дверь открыла Леона Миллер, дочь Роберта. Она недавно вернулась домой после службы, капитан спецназа, инструктор по ближнему бою. Ее фигура в спортивных штанах и простой толстовке не выдавала в ней военного, но взгляд был таким, что один из визитеров непроизвольно сделал шаг назад. «Твой отец дома?» — грубо спросил старший, сжимая в руке папку. Леона спокойно посмотрела на него. «А кто спрашивает?» «Люди, которые умеют выбивать долги», — усмехнулся второй и сделал шаг к ней. «Передай, что платить надо сегодня». Он потянулся к двери, пытаясь пройти внутрь. И тогда все произошло слишком быстро. Леона отступила на полшага, развернулась и ударила его локтем в грудь. Воздух со свистом вышел из его легких. Он рухнул на крыльцо, даже не поняв, что случилось. Второй бросился вперед, но оказался лицом вниз через секунду. Ее движение было точным и хладнокровным. Один стонал, пытаясь подняться, другой держался за вывихнутое плечо. Леона достала телефон и спокойно набрала номер. «Участковый? Миллер. У меня тут попытка вымогательства по адресу. Да, живы. Почти». Пока она говорила, коллекторы, с трудом отдышавшись, пытались оправдаться, но она не слушала. В ее глазах не было ни злости, ни жалости, только холодное спокойствие человека, привыкшего действовать. Когда приехала полиция, Леона стояла на крыльце, скрестив руки. Роберт вышел следом, ошеломленный шумом. Он ничего не понимал, пока один из полицейских не сказал: «Ваша дочь, похоже, спасла вас от серьезных неприятностей». Коллекторов увезли. Позже выяснилось, что они давно работали вне закона, угрожали и избивали людей, маскируясь под агентство. В тот вечер Роберт долго молчал, глядя на дочь. «Леона, ты ведь могла», — начал он. «Пап, я просто защитила дом», — ответила она тихо. За окном дождь постепенно стихал. Дом вновь наполнился тишиной. И только на крыльце остались две вмятины от тяжелых ботинок. Напоминание о том, что иногда сила приходит не там, где ее ждут. Те, кто пришел за долгом, поняли одно: есть долги, которые нельзя взыскать, особенно если на пороге стоит капитан спецназа.